Раки, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на март 2023 года. Мы с вами плавно уже вступаем в весну и посмотрим, чем же вас порадует и удивит первый весенний месяц. Помогут мне сегодня в работе Суфи Таро, а также языческие Ленорман. Готовьтесь, посмотрим, какие будут энергии месяца и, в принципе, какой событийный ряд вас ожидает. Общая энергия месяца, что ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Так, арканы перед вами. Вам, надеюсь, хорошо видны. Приступим. Общая энергия месяца. У вас ложится тройка чаш. Карта радости, гармонии, общения, любви, новых эмоций, социальных связей, дружбы, каких-то праздничных дней, когда, знаете, душа поет. Хочется больше общаться с друзьями, гулять, отдыхать, наслаждаться этой весной. Здесь просто энергии и прилив сил. Ну и, конечно же, если, допустим, у вас были какие-то ссоры, непонимание, конфликтные ситуации с окружающими, с близкими вас людьми, то для многих это как вопросы примирения и решения этих острых моментов. Если смотреть, в чем именно будет для вас созвучна эта ситуация, то здесь по королю чаш, простите, по королю пентаклей, не исключаю возможность, что для кого-то может идти ситуация знакомства с несвободным мужчиной. Потому что, тройка чаш и король пентаклей сами по себе в этой дуаде предполагают такую ситуацию. Конечно, это не для всех, но и помимо всего прочего, эта связка карт может указывать на траты денег, на удовольствие, на шикарное времяпрепровождение, на ситуацию, когда душа хочет праздника, то есть ни в чем себе любимым не отказывать. Если смотреть бизнес и работу, здесь у нас ложится король жезлов. Карта, которая указывает на вашу активность, на ваше желание достигать новых целей, новых результатов, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, потому что огонь — это у нас всегда амбиции. С точки зрения взаимодействия, это, знаете, как общаться, заручиться помощью и поддержкой человека или огненной стихии, овен, лев или стрелец, или человека просто волевого, активного, предусмотрительного, тоже, знаете, говорю, в чем-то амбициозного, потому что это как последователь, за которым вы будете идти. Для кого-то наставник, для кого-то человек-мотиватор, который вас заставит идти к новым вершинам, к новым горизонтам. Будем смотреть, как этот аркан отыграется для тех, кто на текущем этапе у нас не работает и работать не может. Здесь падает карта Луна. Луна — это в первую очередь погружение и проработка собственных страхов, негативных установок, может быть, родовых программ, потому что это, знаете, заглянуть вглубь того, что вас очень сильно пугает, или, может быть, у кого-то там неверие в свои силы были. То есть здесь действительно по связке, по совокупности карт это найти такового человека, который вам поможет эти моменты проработать. То есть вы можете смотреть какие-то видеолекции, посещать, возможно, тренинги, либо читать соответствующую литературу. То есть не обязательно это общение, знакомство с человеком тет-а-тет. То есть вы можете, не знаю, взять на вооружение книги, заметки какого-то бизнес-тренера, что-то для себя интересное там подчеркнуть. Если смотреть с точки зрения тех, кто у нас в статусе соискателя, то король жезлов и звезда — это ситуация, когда вас наконец-то заметили. Это вопросы реализации мечты, раскрытия ваших возможностей и, безусловно, трудоустройства, потому что вот пошла активность. Если же вы у нас наемный сотрудник, то король жезлов и жрец — это вопросы обучения, повышения квалификации с целью вас продвижения на новую должность. Кто-то уже может вступать в должность, да, изучать новую трудовую инструкцию. Но это, понимаете, погружение в новые нормы, законы, правила. То есть тут работы у вас будет масса. Ну и опять же, для некоторых это обретение духовного наставника, духовного учителя. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом, у нас здесь ложится девятка жезлов. Это ситуация, когда вы
выгораете эмоционально, когда у вас опускаются руки. Так вот, по королю жезлов это найти такого наставника, мотиватора, коуча, оратора, который зажжет в вас этот огонь и позволит вам двигаться дальше в вашей нише и грамотно ее развивать. С точки зрения финансов у вас падает аркан мир. По карте мир это прекрасное финансовое положение, более того, это притоки денег, это денежные переводы, это могут быть инвестиции, которые вы вкладывали в какие-то проекты, они уже дают первые результаты, особенно если это касается фондовых рынков, новых каких-то инвестиционных проектов, которые краткосрочного характера, то здесь вы уже получаете свои дивиденды. Все прекрасно. Для тех, кстати, смотрим ситуацию с точки зрения состояния здоровья. А вот здесь падает аркан дьявол. Дьявол мне не всегда нравится. Почему? Потому что на состояние здоровья это карта, которая указывает на оковы. То есть у кого-то зависимость от медикаментозных препаратов. Допустим, если вы проходите какой-то курс лечения, предписанный вам врачом. А для кого-то это проработка действительно связанная с зависимостями. И неважно, пищевые, алкогольные, табакокурение, эмоциональные зависимости, то есть какие-то установки. То есть это активно с этим работать. Конечно же, карта не всегда, но иногда может указывать на наличие деструктивных программ. Но здесь, в данном случае, по четверке жезлов, если таковые вдруг у кого-то и есть, то это не наведенные программы, это программы родовые. То есть родовые установки, которые нужно очистить, от которых нужно избавляться. Вопросы личной жизни. По рыцарю Пентаклей ситуация здесь во многом стабильна и неизменна. Может быть в чем-то скука, апатия, рутина, но все равно ваш акцент будет смещен несколько в иную плоскость. Сейчас это будем проверять, так ли это на самом деле. Итак, для тех, кто у нас свободен, здесь рыцарь чаш. Это знакомство с человеком на расстоянии, поддержание общения на расстоянии. Видите, вот этот незримый, невидимый мост, который вас соединяет. Но активного продвижения либо развития отношений, общения здесь не предвидится. Видите, ситуация пока как застопорилась. Для тех же, кто у нас состоит в любовных треугольниках, рыцарь Пентаклей, рыцарь жезлов – это страсть, которая вас поглощает, это увлечение партнером или партнершей, это активное развитие этих отношений, особенно в сексуальном контексте, то здесь пока ситуация без перемен. Если же вы у нас состоите в стабильных связях, то рыцарь Пентаклей и король мечей – это может быть некая холодность, отчуждение из-за вот этой вот рутины, которая здесь происходит. Поэтому ваша задача для сохранения отношений – это как вдохнуть в них новую жизнь. Не зря у вас здесь ложится на основные энергии месяца тройка чаш и король Пентаклей. Создать самим себе праздник, уйти от этих серых будней, научиться даже по прошествии, может быть, многих лет радовать партнера или партнершу внезапно какими-то сюрпризами, вниманием, поддержкой. То есть у каждого это будет по-разному, но тем не менее, знаете, как не опускать здесь руки. Если смотреть рекомендации на месяц, у вас здесь ложится аркан Жрица. Прекрасная карта, которая указывает на ситуацию. Это, знаете, как прислушиваться к себе, к внутреннему голосу, к тому, куда вас идет интуиция. Обращать внимание на знаки, обращать внимание на вещи сны, потому что в рамках этого периода будет очень много информации, тем более вы знак эмпатов, которые очень все чувствуют, воспринимают, мироощущают. А для кого-то это, конечно же, будет погружение в эзотерику. Неважно, какая ниша, будет это нумерология, таро, астрология, либо какие-то иные направления, но здесь это для обретения гармонии, состояние покоя, потому что вы находите ответы на свои вопросы. Кстати, жрица в плане совета и рекомендаций для кого-то это попробовать себя реализовать в дальнейшей эзотерике, возможно, начать работать или обучаться. Для кого-то, возможно, преподавать, если вы обладаете таковыми навыками. И еще эта карта, поскольку, видите, здесь Луна у нас идет на фоне сердечной чакры. Это как бы пролить свет на свои эмоции, освободиться от негатива. Поэтому для кого-то чистки деструктивных программ, а для кого-то проработка негативных установок с психологом. И смотрим с вами неожиданность этого периода. Что здесь будет по факту? Так, тучи, женщина и падает карта гора.
Это какие-то эмоциональные переживания, негативные установки, но в большей степени это созвучно для девушек, которые, знаете, как вы сами себе навернули эмоционально. Вот их нужно будет прорабатывать, от них избавляться. Да, ситуация здесь непростая, и путь довольно извилист для преодоления этих проблем, но с чего-то нужно начинать. Для мужчин это переживание из-за женщины, потому что по горе это может быть блок какой-то в плане общения, построения взаимоотношений. Ну и ваша задача преодолеть эти препятствия. Тем более ситуация не так страшна, как вам кажется. Поэтому вот такой расклад, вот такая информация. Мы, конечно же, все негативные аспекты для вас перекроем позитивными. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода черкните пару строк, как для вас отыгралась, ну, либо не отыгралась эта информация. Кстати, если вы ощущаете, что расклады по знаку для вас не созвучны, смотрите по необходимости по асценденту. Возможно, вы действительно, знаете, как найдете свое. Вот таким вышел расклад на данный период. Пусть информация вам будет во благо. Я с вами не прощаюсь. До новых видео.